Божественный цветок. Именно так переводится с греческого языка название этого растения, потому что считается, что он имеет состав от Бога. В чем же польза и чего нужно опасаться при употреблении этой пряности? Поговорим об этом через пару секунд. Приветствую всех зрителей! Вы на канале Argosta Kitchen, и сегодня я расскажу вам о гвоздике, кулинарной гвоздике в бутончиках. А тем, кто еще не подписан на мой канал, предлагаю сделать это сейчас и включить все уведомления, чтобы не пропускать не только полезную информацию о специях, но и интересные рецепты и советы домашнего повара-любителя. Если вы уже нажали на кнопку подписаться, то начинаем. Что такое гвоздика, о которой сейчас пойдет речь? Это вовсе не цветок, о цветах я не рассказываю на своем канале. Это высушенные под солнцем бутоны гвоздичного дерева. А гвоздикой эту пряность называют из-за схожести ее с нераспустившимся бутоном цветка со шляпкой. Благодаря своим полезным свойствам эти маленькие бутончики получили популярность в кулинарии, косметологии и медицине. Произрастает гвоздичное дерево в любом месте с теплым и влажным климатом. Африки, Индонезии, Южной Америки и Индии. Никакого особого ухода за растением не требуется, отсюда и очень низкая и доступная цена пряности. Вот что в составе этих бутонов. Витамины В, А, С, Е, К. Минералы. Полиненасыщенные жирные кислоты. Гвоздичное масло, его добавляют в различные маски для лица и волос. Дубильные вещества, гликозиды, протеины, клетчатка, углеводы, липиды. Польза гвоздики в том, что она стимулирует выделение желудочного сока, обладает фунгицидными свойствами, разжижает кровь и активирует иммунную систему. Вяжущие свойства полезны при диарее, а содержащиеся в гвоздике антиоксиданты оказывают омолаживающий эффект. И еще она помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови. При заваривании кофе в жезве я обычно добавляю пару бутончиков гвоздики, а заваривая листовой черный или зеленый чай в зимний период или межсезонье, когда риск простудных заболеваний повышен, несколько бутончиков гвоздики я обязательно кладу в чайник. Чем больше бутоны находятся в заварке, тем сильнее их аромат. Если вы дома не используете чайники для заварки, а используете пакетики чая, что бывает и у меня, то в таких случаях можно в небольшом стакане заварить гвоздику отдельно и добавлять ее к чаю или кофе. На 100 граммов кипятка 4-5 батонов гвоздики хватает на семью из 3 человек на весь день. Проверено на себе. Теперь в быту. Запах гвоздики отлично отпугивает комаров и моль. Здесь лучше использовать гвоздичное масло, обычно его капли хватает надолго. Ну и хотя я этого не люблю, исключительно для почитателей мистики. Говорят, что гвоздика защищает от зависти и приносит в дом верность и богатство. Не стоит злоупотреблять этой пряностью, если у вас есть серьезные нарушения в работе сердца и сосудов. Здесь мы переходим к тому, кто должен опасаться при употреблении гвоздики. Она повышает артериальное давление и расширяет сосуды. При повышенной кислотности в желудке ее тоже не следует употреблять. Гвоздика тонизирует матку и изменяет вкус материнского молока. Поэтому женщинам в период беременности и грудного кормления детей нужно тоже избегать применения в пищу гвоздики. Разумеется, как и в любом деле, меру нужно соблюдать всем, потому что употребление гвоздики в больших количествах может вызвать аллергическую реакцию даже у самого здорового человека. Сильно углубляться в этом ролике в кулинарное использование гвоздики я не буду, а расскажу об этом в отдельном видео в рубрике «Использование специй в кулинарии». Подпишитесь на канал, этот ролик обязательно скоро появится. Там я подробно на примерах расскажу, где и в каких количествах применяется гвоздика отдельно, с другими специями и в составе молотых смесей пряностей. Об индийской смеси гарам масала я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов. При желании вы можете посмотреть его, перейдя по ссылке подсказки вверху справа или в описании к этому ролику. А на сегодня мой рассказ о гвоздике подошел к концу. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, включая все уведомления. А если ролик понравился, то ставьте лайк. Свои мнения, вопросы и комментарии оставляйте под роликом. Это помогает мне делать канал лучше и удобнее для вас. До новых встреч!